Раз, два, старт. События, которые увидите в этом фильме, произошли на запорожском направлении. Конкретное место указывать нельзя, но в километре полутора от нас враг. Я уже реально, я там всем написал, я писал, что делать, если я забаранюсь, как меня хранить. На улицу выходить не будем, потому что пивихи летают рядом совсем. Все то же самое, что и там было. Вот это механизм тонкой наводки. Вы стреляете! Да не могу! Наша главная задача на этом выезде – поддержать предстоящий штурм. События, которые увидите в этом фильме, произошли на запорожском направлении зимой 25-го года. Что, едем на движ Париж. Китя, улыбочку. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Мой позывной КОС. Я являюсь добровольцем полка Калиновского, сформированного из белорусов еще в самом начале полномасштабки. Ну что, бежим. Я первый. Давай, ты второй, ВР третий. Все, дистанция 5-7 метров. Слышим небо. Какая-то сразу кричите. Раз, два, старт. Я на боевом дежурстве в составе группы огневой поддержки. Мы проведем с вами неделю на фронте. Заповедали. Высадились. Все уже на точке. Фу. Тумана нет, поэтому поднос сделаем по вечернему. Ну что, вот мы на позициях. Пацаны сейчас вверху гасят сумкашки. Вот. А я пока тут внизу дежурю. Шмаляем по бомжам. В принципе, все намного лучше, чем могло бы быть, поэтому вот, чекаем. А себе вы так стреляете, я понял, почему сюда не выходить. В укрытии. В укрытии. Укрытие. За эти годы война очень сильно поменялась. Во времена Бахмутской кампании мы могли чуть ли не каждый день заезжать и уезжать с позиций. Сейчас же стараемся заезжать надолго и делать ротацию как можно реже, из-за обилия FPV-дронов в небе. Наша главная задача на этом выезде – поддержать предстоящий штурм. Кабы, хуябы, мы все умрем, там война. Это Салам. В полку Калиновского он с осени 22 года. Первые боевые провел как минометчик во время Бахмутской кампании. Сейчас он боец группы огневой поддержки. А на этой задаче Салам – командир нашего расчета. Я уже реально, я там всем написал, что делать, если я забаранюсь, как меня хранить. Какую символику не использовать, какую использовать. Вот, всем пораздавал указания. Такой, вышел. Так нормально же. 5 дней, ну там град хуй по тебе, ты сидишь вот такой хуй, потому что блиндаж говнище полное, нормально выжили. Сегодня мы почти не стреляли. Весь день провели в подвале за разговорами. Это наша сегодняшняя хатка. Там у нас новая комната будет. ОР старается, вот у нас бесплатные рабочие. Это гостевая. Ладно, проведи нам рум-туру. Что тут рассказывать? Короче, если... Вибачаюсь. Ежели некий москалик зайде до нас в гости, мы его поселим в этом приемном помешкании. Вот. Даже ковдру дадим, как не змерз. Ну а що тут розповідати? Собі подвалище. Хата норм. Додатково укомплектоване мішками і камнями. Вон, пан Кихой написано. Не ведаю, кто писал, але я згодна цалком. Пан Кихой. В нашем подвале одна стена частично разрушена. Здесь мы копаем запасной выход. На случай, если спалимся, и в подвал прилетит FPV или что-то посерьезнее.
Вечером по плану выход за БК, который при высадке мы оставили на точке эвакуации. Полетел цинк на. Вы почти на месте. Дождавшись серика, мы выдвинулись. Я первый. Я второй. Там кто-то может быть? Да. Бежим, слушаем небо. Слышим дроны, ховаемся на. Добравшись до места, грузим ленты в рюкзаки. Что несем? 3 ящика несем, кто? Большие брать? Какие большие? Ждем, пока пролетят висящие над нами дроны. Тихо. От окна. Улетел. И выдвигаемся обратно к подвалу. Раз. Движение. Какие ты вверху? Самый жесткий. Такие веса, сагать еще бегом, блин. Мы вернулись. Что-то я, когда выгружались, я не вспотел. Сейчас Я и тогда как собака, и сейчас как собака, блин. Фух. Ну зато сейчас в подвале так не холодно, скажи. да. Ну, твоя война пошла какая-то. Вообще, Сидишь как крыса под землей. да, ты не высунешься, блин. Завтра в 6 утра мы с вами идем доносить оставшиеся. Там как раз осталось столько же. Шо, good morning. Второй день на позиции начинается. Начинается. Заканчивался говняном. Так, ну видите, утром люди не все довольны, поэтому... Конечно. Доведись туда, доведись сюда, сектор огня, наш хотя бы узнает, если что. Вот так вот, так что... Объявление. Good morning, guys. Працуем. График дежурств на позициях меняется в зависимости от активности на направлении. Этой ночью нас несколько раз поднимали для стрельбы из гранатомета. Сон постоянно прерывается, нормально выспаться сложно, так что настроение у бойцов плавает. Я обычно дежурил с 3 до 6 утра, и в свободное время старался снимать все, что происходит вокруг. На улицу выходить не будем, потому что певики летают рядом совсем. Только что несколько штук. Не по нам, но нельзя светиться, чтобы по нам не начали летать. Мы на боевом дежурстве на запорожском направлении. Конкретное место указывать нельзя, но в километре 1,5 от нас враг. Наша позиция на возвышенности, поэтому через нее постоянно летают вражеские FPV. Место рисковое, зато удобно стрелять из гранатомета. Главное не спалить позицию, чтобы нас не разобрали раньше предстоящего штурма. Позиции на фронте бывают разные. От благоустроенных со светом и водой до таких, где нельзя спокойно сходить в туалет. Приходится подстраиваться под обстановку. Для невоенного человека покажется иначе, но сейчас мы в очень комфортных условиях. А я вам зараз покажу, де суть, сруть
із 5 каліноўц. Пачнем з самага непрыемнага. Стиральное ведро. Вешаеш яго пакет, робіш свою чорную справу, потым завязаны пакет кідаеш сюды, пры магчымасці па серіку выкідваеш. Інакш тебя спаліць дрон і заб'е. Далей. Нашыя пісуары. Сцыш бутылку, выліваеш таксама пры магчымасці. Пойдзеш на вуліцу, заб'е. Ну, а зараз пойдзем в больш прыемнае месцы. Пайшлі. Квартирное пытанне з палком Каліновскага. Ці як там гэтая дурная праграма называлась? По домам. Да, по домам. Ну, як вы бачыце, тут мы... Там мы сырём, тут мы жрём. А тут гатуем, каб жраць. Вось. Всё побач, не адхадзя ад касы. Тут спім. Тут назіральны пост камандзіра. То есть мой. Тут я не сплю всю ночь. Вот моя снаряга. Лежит побач со мной, как бы в выпадку какого-нибудь лайна я быстро мог оправдаться. Тут у нас центр життя. Не Екафло, Starlink. Екафло, який гэта центр життя питає. Бо без інтернету, щиро кажучи, дуже сумно на позиціях. Працює. Файно. Вось. От Екафло у нас отримують живлення радіостанції, ліхтарики, камери, на якої гэта здимають, телефони, планшети, ну головне Starlink і ще раз Starlink. Бо часи, коли ти мог 5, 6, 7 дзён сидіти без інтернету на позиції, скончились, коли ось гэта приблуда до нас приїхала. Як зараз так сидіти, я вже просто не уявляю. Мы к вам приедем и всех убьем. Ой, ой. Ну, типа, что я обычно фотик не беру, а сейчас взял и... Вот так фоткай. Я просто хуй понимаю, на самом деле. О, тихо. Подержи так и сюда повернись. Белорусочки, я приду к вам. Конченые, да. Вот это начали рядом. На улице. Тише, тише, тут на улице. Тут на улице. Вітаю! Ми вояри групи спецпризначення Полка Каліновського у складі інтернаціонального легіону. Хотім виказати щиру подяку усім небайдужим людям, які долучилися до апошнього нашого збору на конт гарячої ханві. Але війна протягується і етапи йдуть уперед. І на апошній ротації ми попали під атаку ворожого FPV-дрона. І у нас згорів автомобіль і наш рештунок. Просимо усіх небайдужих долучитися до нашого нового збору. Живе Білорусь! Живе вечно! Чё? Кто-то идет. Заходи. Да, какая выглядит. Повтори, не почув. Каже, FPV-шка десь на горизонті. Так, я чую. Не можемо попасти. А это не ваши хлопцы сейчас возле нас ходят? Где-то в районе 9-й. Где-то в районе 9-й, Угу. не знаю, есть отзыв на наших хлопцев. Плюс. А то кто-то ходит и непонятно. Добро. О, разогрелись. Куди ткань горить у вас? Ну, у нас Ой, все они, порядок. получается, нахуярить с пулемета пришли. Я точно, потому что накидывать. Нет, тут позиции дальше. Там дальше есть МКшка. Ну, я знаю, что вон оттуда они Да, стреляют. это оттуда стреляет, походу. А, Там МКшка была? Ну да, да. вообще с МКшки. Тут.
О, еще шарахнуло. Они очень обиделись, поэтому начали нахуй в ответ минометом. Типа мы сегодня нормально нахуй туда? Мы нет, но пацаны да. В смысле, типа... Да. Ну, сука. Становитесь на предпоследнюю ступеньку, предпоследних там пару ступенек, вот так вот делаете, смотрите, как там впереди в километре дом горит. Это Вояр. За его плечами большой боевой опыт. Он участвовал в войне еще со времен АТО. Шо, Вояр, чилишь? Это опасный человек, чтобы вы понимали. Жесткий тип. Воевал, бандит. Я познакомился с ним в самом начале полномасштабки на киевской базе в марте 22 года, когда формировалась первая белорусская боевая рота. Тогда еще только созданный батальон Калиновского выполнял задачи по обороне Киева. Крайний раз мы вместе были на позициях во времена Бахмутской кампании, стреляли из СПГ под Меньковкой. И вот спустя столько времени мы снова на одной задаче. Давай, помогу. Держи. Держишь? Дякую волонтерам за хороший генератор. Жрет мало, работает хорошо. Значит, не понял. Окей, я тогда тут поснимаю. Короче, родили два гениальных баннера. Один там прям на все СМИ его отфоткали, людям очень нравился. Там Дождь у меня еще, помню, комментарий брал на эту тему. А без президента слабо. Вот. У меня вот эта фотка, кстати, есть с этим плакатом. Вот. А второй белорусская рулетка. Белорусская рулетка, это прям было охуенно, потому что там типа задумка. Я тебе сейчас покажу. Давай. Что белорусская рулетка, это я считаю, что венец нашего этого долбизма. Из этого фильма нам пришлось вырезать много сцен и событий. Но для спонсоров нашего канала мы подготовили расширенную версию фильма без цензуры, которая станет доступна совсем скоро. Кроме того, за поддержку мы дарим подарки, уникальные открытки, авторские шевроны и другие сюрпризы. Становясь спонсором, вы напрямую поддерживаете бойцов полка Калиновского. Че будет? Бум-бум-бум-бум-бум. Видишь что? 3 огонь! Три ушли. А ну повтори, пожалуйста, обозначение. Еще 3 давай. Плюс-плюс. 3 огонь! Три ушли. Бояр! 54-40 угол! Давай 3! Три ушли. 3 огонь! Три ушло. Огонь! Беларусь! Заряжай новую! И не стреляй! Заряжай, подводись в укрытие! Ушло!
Ну что, як там? Громко там? Я же здесь нормально слышал, так отдает. Не знаю, меня по ушам не сильно бьет. У меня в одном ухе только это заглушка. Что там живет, который крикнул? Я. Это... А что, нельзя? Нет, я просто такой, ты кричишь. Говорят, мы нормально. Для видео я ж снимал, ну, пытался хотя бы звуки снимать. Завтра надо будет днем, когда, если будет тихо, сходить еще раз похолостим просто. Кажется, что отпрацевали файно. Ага. Влучно настреляли, корректура не потребна. Что, good morning, guys. Собираемся за быкашкой. Короче, доброе уточка. Этой ночью мы отстреляли часть БК, так что решили снова сходить на точку выгрузки и забрать несколько лент. В целом БК на позициях хватало, но лучше всегда иметь запас. Никогда не знаешь, что произойдет в следующий момент и когда начнется движ на нашем секторе. Нормально, зарядку сделали. Я думаю, что, кстати, группа Нави, они фанаты ОГП, потому что у ОГП был миллионы рабочих мест, а у этих миллионы больших сердец. Совпадение? Миллионы больших сердец. Да, после либерализации экономики и остались на улице без денег, потому что их наебала новая элита. Уснулся с утреца, поссал в бутылку, посрал в пакет, потянулся, понял, что в твоей жизни что-то пошло не так, ты должен воевать. Выезжая на любую задачу, нужно быть подготовленным и четко понимать свою функцию. Ты – часть команды. Ты рассчитываешь на тех, кто рядом, а они на тебя. За эти годы мне удалось поучаствовать во множестве операций в составе разных групп. Но опыта стрельбы именно из этого гранатомета у меня еще не было. Все то же самое, что и там было. Вот это механизм тонкой наводки. Он, видишь, ходит влево-вправо, влево-вправо. Я прям заебал, потому что я его смазывал и чистил. Влево-вправо вот. Это будет двигаться вправо. Да, твоя задача сейчас просто выставить хотя бы, ну, на центр, поставь вот этой Так мне... Потому что она уходила непонятно куда. Ты поставь на центр вот этой висящей херни. Ровно по центру. Да. Сегодня у нас в распоряжении немецкий аналог АГС-17 Heckler & Koch GMG, который недавно получила группа огневой поддержки. Обычный расчет для него 3 человека – наводчик, заряжающий и корректировщик. Салам показывает мне выбранную точку наводки и учит обращаться с прицелом, чтобы я мог в случае необходимости накрыть нужный сектор. Ну, если по центру, то, наверное, вот так. Да, не, лучше слушай. Я бы просто вообще минимизировал время нахождения здесь. Плюс. Потому что, ну, реально, на керунок говно, дыра, я летаю. И ты типа ночью один сидишь в этой яме, голова Посреди этого нигде, и тут типа работает снайпер. Я просто в представил, что придется там ночью еще отсидеть. Я был в Говорят, если твоя мина, то ты ее не услышишь. Я не знаю, наверное, с сапогом точно так же. Это пиздец. И танчик даже можно услышать, если он навесом ходит издалека. Тоже можно услышать прилет. Вояр, улыбайся, тут что-то почему-то. Тихо. Ты ж не в АТО, тебе платят. Нормально. Спасибо. Вояр воевал с 17-го года в составе батальона «Волынь» Украинской добровольческой армии. В начале полномасштабки он снова приехал в Украину. Вояр участвовал в первом штурме тогда еще батальона Калиновского на Херсонском направлении, в боях за Северодонецк и Лисичанск. На мониторе получается вот этот горизонт, там вот лес, там какая-то впадина, еще там какая-то вышка стоят, домик. И вот так вот просто маркером прямо на мониторе днем расчерчивали вот эту линию. И потом ночь, когда не видно на мониторе, все черное. Но ты видишь вспышки, блядь. Ты уже понимаешь, где какой ориентир, говоришь, там куда стрелять. Прикол. Вот это кустарные были способы. Прямо на мониторе хоть маркером. Да.
А ты веган по убеждениям? Как еще можно быть веганом? Не, я имею в виду, что некоторые для здоровья. Ну, типа, есть по убеждениям, большинство по убеждениям, типа, жалко Нет, по собачек. убеждениям, конечно. Ну, собачек я не и так не ел, так что не знаю. Но, в принципе, просто всех жалко. Понял. Я еще с детства подумал, что это какая-то странная. Типа, одних животных мы любим, гладим, а тю-тю-тю-тю, а других жрем. Я такой, ну что-то какой-то еб... Мы ж как бы можем их не жрать спокойно. И не сдохнуть при этом. А ты, типа, сам к этому пришел или кто-то Сам. был? Салам – главный анархист полка и потомственный революционер. На тему правых и левых он может говорить часами. В его голове множество исторических фактов. По совместительству он один из немногих веганов в нашем подразделении. А от гэта рэч незвычайная для цивільного. Хлеб в жестяной банке. И ніякія мыши не съедели. Большую часть времени на позициях мы заняты бытовухой. Поел, помыл посуду, справил нужду, подежурил, потерся салфетками, потрындел с пацанами. Вечером решаем, в каком порядке будем дежурить ночью. Договорились, что каждый дежурит по 3 часа. Правда, как правило, этот график ломается из-за вызовов по рации. Враг часто перемещается ночью, и вся команда подрывается. Мы контролируем узкий, но крайне важный участок фронта, и при малейшем движении на нем начинаем стрельбу. Давай по автоматке, дай там 3 коробки по 5. Плюс. Что, по готовности 3 по 5. Что? Да не могу переключиться. Вы стреляете? Да не могу! Почему? Предохранитель этот не переключается. В чем проблема? Я Проблему устраняем. В чем проблема? предохранитель не переключается. Вообще? Ну да. Миша, случилось, да? Как обычно, потому что УСМ надо было. Короче, нет. Будем переснимать, как я скажу, что это просто. When the bolt is released, the steer control slide is pushed to the rear by means gun is set at safe and the bolt. Нет, другая. Совсем немножко другая. Совсем же механизм. В общем, нам там придется, походу, весь УСМ перебирать, поэтому в данный момент устранить проблему не сможем. Вернемся к ней, когда уже светло будет, и будем устранять. А это именно с этим станком проблема была? Или вообще в целом? В целом, это уже второй проблемный GMG за эту БРку у нас. Ага. Первый вон распал, на мы это сейчас сломаем. Немецкое качество. Он вообще развел здесь. Все грязно, да? Таким грязным не видел GMG-шку ни разу. Что думаешь, чистка может помочь? В 90% случаев чистка оружия решает все проблемы. Ага. Так что, поважаныя беларусы, калі вы гэта глядзіце, запомніце адно. Ваша зброя весь час павінна быць у файным стане. За ёй трэба даглядаць, чысціць яе, нават калі вы ёй доўга не карысталіся. А калі карысталіся, то абавязкова. Інакш, у выпадку, калі вам трэба будзе чарговага зрадніка, акупанта ці іншую пачвару, ваша зброя не спрацуе. Там, короче, в чем прикол? Там 100-500 тысяч предохранителей, которые там не надо. Там один надо оставить, остальные убрать. Надо найти просто умельца, который эту хуй пилит, паяет,
мы его просто не видели. И упростить в 3 раза, потому что там настолько сложный механизм, просто обосраться. Типа супер-супер-супер обеспеченный. Да, Из-за этого настолько надо б***ный, что дрочь. стрелять не можно. Почему я должен жить с этими на земле? Одни войну останавливают, не делая, вторые хотят убить всех евреев, их кричат, что Хамас заебись, третьи говорят, нихуя, убьем всех палестинцев, и Израиль заебись, и ты сидишь в середине такой. Вы что, конченые все, да? Что, ты все проспал? У нас, короче, мы вернулись к той же проблеме, что было на трассе, 1 в 1. Ну что, сейчас возьму, значит, отвертку, киянку, и он на меня выстрелит. Один раз. Это значит, надо чилить, как в прошлый раз. Теперь ты хотя бы знаешь, как чилить. С орудиями, которые выдают группе, часто возникают проблемы. Многие не предназначены для таких погодных условий и такой интенсивности стрельбы. Механизмы и стволы изнашиваются быстрее, чем ожидается. Постоянно случаются технические неполадки. Эта бесконечная цепочка проблем становится обыденностью. Проблему устранили. Можем работать. Слушай, я до сих пор не понял, в чем проблема. Единственное, что в чем может быть, на мой взгляд, ситуация, он заговнялся настолько, что просто закорел, не шел. Я все части, которые можно было, почистил, протер тряпкой, в***л туда полбанки масла. И после этого она стала более-менее. Ну вот заметил, кстати, я как поел, так сразу подобрел. До этого я злой был. Ну шо, дед, я побежал за ящиком. Там дождь просто хуй. Сейчас, если будет тихо, то это была не лучшая идея. Ну, ты можешь послушать, что там летает, понять, почему не лучшая идея. Я, кстати, эту воду пил и еще не сдох. Там раз 5-литровик, 2, и там еще какие-то бутылки внизу, походу, нормальные, еще надо будет проверить. Солено. Бутылки, в которые мы справляли нужду, мы оставляли у входа, чтобы позже за один раз все выкинуть. В какой-то момент вояр заметил, что одна из них странного мутного цвета, словно ее разбавили мелом. Мы подумали, что бутылка просто грязная, но все же решили перестраховаться. Поэтому каждый при следующем походе в туалет проверит, все ли в порядке. Что у нас? 3-й день на позиции? 4-й. Уже 4-й, уже не путаются. 4-й день на позиціях, ми адремонтували гэта німецька-турэцкае віно, якое завецца Heckler & Koch GMG. Я яго хваліў раней, а зараз я кажу, што гэта не буду казаць, бо запікает. Вось, а ваяр у нас походу 300, і напэўна заўтра поедзе чилить в больничку. Ну, я так нельзя сказать, что 300. Ну Что да. значит не 300? Проблемы со здоровьем. Проблем с здоровьем. Так, хто будзе глядзець гэты відос, запомніце на ўсё жыццё. Пейте шмат водички, а то з нырками будуть проблемы, а коли проблемы з нырками, проблемы будут у вас прям по життю так собі. Да, иногда писайте в бутылке, чтобы посмотреть свой цвет мочи, потому что, потому что мы бы не обнаружили по-другому, что что-то не так. Ну, то есть увидели просто тупо, что что-то очень печальное, мутное у человека. Поэтому, да, пейте побольше водички и будем жить. Всего через несколько дней начнется штурм. Тогда мы даже не представляли, чем все закончится. Начинается штурм, наши идут, как на русские. Вот, мы поддержка. Надеемся, что все-таки мы что-то сможем. Но об этом вы узнаете во второй части фильма. Подпишись, чтобы не пропустить.